Привет, это Тостер. У нас всегда много интересного о домашней технике. Более 500 видео по теме. Подписывайтесь на нас на YouTube или на Рутюб. Есть мы в ВК-видео, Дзене, в Телеграме. Где удобно, там и смотрите. Ведь нам с этим жить. Ну, с этой бытовой техникой. Вот он, наш герой. Пока я тут стою перед вами, красивый. Ну, наверное, красиво хотел сказать, напишите в комментариях, но нет, комментарии мы ждем по поводу девайса. Этого недорогой, это важно, робот для мытья окон Домаши Лей. Посмотрим, получается ли заплатить немного денег, но взять действительно полезное устройство в дом. Все покажем и расскажем в видео, и в финале мнение об этом роботе. Выглядит как нормальный современный девайс для дома. Тут, конечно, функциональность, ну, она на первом плане. Белый верх, черный низ, в общем, все как мы любим. Корпус из хорошего качественного пластика, кнопка включения, заглушка резиновая, закрывает резервуар с водой. Да, робот умеет ее распылять, распылитель он тоже в корпус интегрирован. Ну, дойдем еще до влажной уборки. Работает это все по классике, как и должно. Мотор создает разрежение воздуха, ну, всасывает его по сути. Этим потоком робот и присасывается к окну, к поверхностям. 3200 паскалей сила в это всасывание. И этого вполне хватает, чтобы робот уверенно на стекле держался, без проблем двигался по поверхности. Дело в том, что в характеристиках многих подобных роботов мы сейчас можем встретить значение 5000 паскалей, а то и больше. Но это немного странно. Тут же алгоритм работы, он предусматривает поступательное движение по поверхности. Происходит вращение поочередное вот этих колец моющих. Так робот и передвигается и сразу наводит частоту. И если всасывание будет излишним, то роботу просто сложно будет передвигаться. Тут важен именно баланс правильный, и 3200 это как раз в этом плане вполне адекватное значение. Ну, неясно, зачем больше, ну разве что в рекламных целях все эти 5000. Вообще не забывайте, что если вам это норм, удобно, нужно, то такими роботами можно не только окна мыть, но и зеркала, например, кафель в ванной. У меня вот тут, видите, какие еще для него есть интересные задачи. Он, кстати, способен очищать поверхности размером 40 на 40 сантиметров. Ну, от этих значений. Экспериментируйте, но все же главное это окна. Ну вот окна он у меня и моет. Они не супер грязные, но и не чистые. Такое реальное среднее загрязнение. Даже моделировать ничего не пришлось. Если погрязнее были, сначала лучше пройтись на сухую, чтобы удалить загрязнение. Ну, чтобы они не размазывались на втором этапе, когда уже для финальной чистоты с распылением воды. Но я сразу с распылением, и, кстати, можно обычную воду наливать, а можно добавить, немного средства для мытья окон, примерно 1 к 10 в пропорции. И тут два варианта. Просто включаете авторежим и занимаетесь другими делами. Ну а если увидели какое-то, может, точечное загрязнение на поверхности, стекле, то можно вручную добавить воды. Это все делается с пульта управления из комплекта. С пульта вообще все управление. Можно задавать режимы по направлению движения, вверх, затем вниз, или влево-вправо, затем вниз. Ну и соответственно или сухая уборка, или добавляете воду в автоматическом или ручном режиме. Плюс можно управлять самим движением робота тоже в ручном режиме, направлять его куда нужно. Ну, такой полный нормальный контроль под разные ситуации. Разобраться в управлении просто. С отправить куда нужно, кстати, тоже все нормально. Более 5 метров провод, так что много куда Домаши доберется от одной розетки. И еще с ним поставляются целых 26 вот этих мопов, салфеток, дисков из микрофибры. 26, это 13 комплектов. Если у вас есть необходимость замены в процессе мытья, там несколько окон или площади большие, окна, витрины, то просто меняете сразу грязные на чистые мопы. Причем вместе с креплениями, с кольцами вот этими, потому что второй их комплект, он тоже с роботом поставляется. Это удобно и круто. И снимается, надевается все легко.
Еще важные моменты, связанные с эксплуатацией робота Damashiley. Вообще он, как и все подобные современные роботы, работает от сети, но здесь есть встроенный аккумулятор. Нужен он, чтобы робот не упал, если вдруг отключится подача электроэнергии. Ну, иногда случайно там из розетки кто-то вилку выдернет, ну, так бывает. Когда заряд аккумулятора израсходуется, робот все равно останется с вами. Есть страховочный трос, который обязательно нужно прикрепить перед запуском робота к чему-то надежному, зафиксировать. Сам робот весит немного, так что все будет хорошо. Ну, вы все видели сами, как он работает. Проблем нет, он не соскальзывает никуда. Стекла протирает качественно. Мы вам показали его работу и на сухую, и с увлажнением стекол. Мои окна снова чистые. Да, в уголках немного остается, но это быстро довольно. Все можно удалить. А так этот недорогой робот Damashiley со всеми задачами справляется. И, кстати, делает это не слишком шумно. Если снаружи окна, вот где вся грязь, так вообще почти его не слышно. Тостер рекомендуют. И, кстати, если вы посмотрите отзывы пользователей реальных, то там прямо много высоких оценок, причем с примерами, с видео, с фото. Вот если этого обзора мало, то ссылку на робота мы оставим в описании видео, там и отзывы. Высокие этажи, безопасность, высокие большие окна или много окон, удобство. Для людей старшего возраста, которым, может быть, тяжело самостоятельно окна мыть. Тут, к тому же, как я уже говорил, не только окна, но и зеркала какие-то, перегородки, которые зонируют пространство, как у меня здесь, кафель в ванной. То есть это не то, чтобы прямо сезонный только девайс. И вот это все я перечислил сферы применения этого робота Damashiley. Добавляйте в комментариях, делитесь опытом использования подобных роботов. Знаете, с учетом его стоимости, невысокой, очень приличный девайс. Плюс тут 26 мопов из микрофибры в комплекте. Нормальный полезный робот для тех, кому он действительно нужен. Это тостер, мы не делаем из домашней техники сенсации, зато подробно рассказываем о том, как она реально работает и какая нам с вами от нее польза. Делитесь этим видео с теми, кому нужен недорогой, но эффективный робот для мытья окон. Мы есть на всех главных площадках: YouTube, Rutube, ВК-видео, Дзен. Заходите также на сайт Toster.ru, есть мы в Телеграме и даже в Одноклассниках. Найдете не только наши видео, но и много другого интересного о доме и быте от нашей команды. Все, до новых обзоров и тестов. Пока!